Сейчас поговорим о китайском факторе в этой компании. Американская разведка зафиксировала признаки того, что Китай может передать Ирану современные радиолокационные комплексы X-диапазона и средства противовоздушной обороны. По оценкам аналитиков, такое сближение Пекина и Тегерана направлено на ослабление возможностей США и Израиля в регионе. И об этом сообщает сегодня CBS News. Сейчас на связь со студией выходит Роман Файншмидт, специалист по Юго-Восточной Азии. Здравствуйте, Роман. Добрый вечер. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Роман, последние дни как-то Китай был немного на периферии нашего внимания. Какую позицию на самом деле занимал все это время Пекин? Какие инициативы он предлагал? Сообщалось, что Пекин делился информацией со спутников с Тегераном. Насколько вообще Китай был вовлечен в этот конфликт и как в переговорном процессе влиял на пакистанское руководство? Мы знаем, что у этих стран есть достаточно тесные связи. Да, традиционно очень тесные связи, о чем многие совершенно недавно смогли узнать. Но возвращаясь непосредственно к Китаю, да, можно заметить, что Китай оказался неожиданно очень тихим игроком, который с начала войны особо сильно себя не проявлял. Да, конечно, с некоторым осуждением он относился к действиям США и Израиля, но, в принципе, он не был в авангарде этого самого осуждения. Можно даже охарактеризовать политику Китая, внешнюю политику Китая касательно конфликта, как такой конструктивный нейтралитет. Внешняя политика Китая, она в принципе характеризуется значительной степенью прагматизма, и, конечно же, главный интерес Китая от всего ближневосточного региона – это, конечно же, стабильные поставки энергоресурсов, которые, соответственно, у нас проходят через Ормузский пролив, а он у нас оказался заблокирован, мы с вами помним. И это, конечно же, несколько озадачило власти Китайской Народной Республики. И, кроме того, для Китая в качестве второго такого аспекта можно выделить интерес завлечь США в какую-то международную авантюру или в какой-то процесс, из которого Соединенным Штатам будет несколько сложнее выходить. И да, именно таким процессом у нас оказалось столкновение США и Ирана в рамках текущей войны. Почему это важно отметить? Поскольку чем больше у нас крейсеров, авианосцев находится рядом с Ираном, тем меньше их, соответственно, может быть в Южно-Китайском море. Тем, соответственно, Китай спокойнее себя чувствует, потому что у него на этот регион есть некоторые свои интересы. Я думаю, мы сегодня их тоже немножечко успеем переговорить. И, опять-таки, в свете блокады Ормузского пролива, да, Китай у нас начал активно, так выразимся, сверять часы со своими близкими партнерами, Китая нет. И одним из таких у нас как раз является Пакистан. Да, глава Министерства иностранных дел Пакистана у нас даже в марте ездил в Китай, а в конце марта Пакистан совместно с Китаем у нас выступает с мирным планом, состоящим из 5 пунктов. Да, он достаточно просто выглядит, соответственно, полон клише из серии «давайте жить дружно, и мы за все хорошее». Но, как видим, Пакистан у нас оказался достаточно активным, хотя и челночным посредником, который к чему-то смог привести. Во всяком случае, так видится. Мгм. Нельзя не заметить, что за время войны произошли заметные изменения в отношениях Пекина и Вашингтона. Трамп неоднократно публиковал такие комплиментарные посты в отношении председателя Си Цзиньпиня. О чем вообще, на ваш взгляд, это может свидетельствовать? И вообще в условиях сложных отношений США и Европы может ли произойти сейчас сближение между супердержавами США и Китаем? Задаете такие тектонического значения вопросы, на которые ответить «да», «нет» в принципе невозможно, но тут можно сказать. У нас такая особая международная система, в которой есть два гегемона, или две сверхдержавы. США, соответственно, уже установившийся игрок, и Китай, претендующий на это звание, но уже по многим параметрам подходящий под него. Опять-таки, друзьями они не могут быть априори. Соответственно, их стратегическая конкуренция, она будет всегда. И формирование партнерства либо уж
я боюсь сказать слово союза, между Китаем и США, скорее всего, невозможно. Опять-таки, что сейчас важно подчеркнуть? Вот на апрель 2026 года, ну и в принципе, наверное, на 2026 год, это то, что США и Китай сейчас не заинтересованы в ухудшении отношений друг с другом. Опять-таки, американская экономика сейчас у нас, американская экономика продолжает расти, но любая конфронтация с Китаем, она может свести этот рост в негативный сектор. И Соединенным Штатам это, соответственно, сейчас очень не нужно. Да и Китай сейчас также не заинтересован в начале какого-либо противостояния против Соединенных Штатов, поскольку это может ударить по экономике Китая. А китайская экономика у нас в значительной степени зависит от роста экономики американской. И сейчас Китай у нас в принципе не готов к каким-то резким разрывам или уж, я боюсь этого слова, конфронтации. Опять-таки, если уж говорить о возможности союза, то, конечно же, может быть более вероятный союз между Европой и Китаем, хотя это тоже очень маловероятный сценарий, нежели чем между Китаем и Соединенными Штатами. Роман, большое спасибо за ваш анализ. На прямой связи с нашей студией был Роман Файншмидт, специалист по Юго-Восточной Азии. Всего доброго. Шаббат шалом. Еще одна короткая пауза и вернемся в студию через 1,5 минуты.